Трамп считает, что причиной нашей войны является стремление Украины в НАТО. Я бы вообще никак не реагировал на это, если бы эта чушь поселилась бы не только в его кудлатой голове. Мониторя сеть, вижу подобные размышления у довольно большого числа американцев, причем как псевдокоренных, так и свежепонаехавших. Сразу замечу, что речь идет не о Павле Дальнобое, бо вы в прошлый раз мне насыпали. Понимаю, что кроме него большая часть аудитории США никого не знает, но нет. Если вам понравится то, что я тут для вас по теме собрал, буду очень просить сделать вас репост, чтобы до них дошло. Уверен, что они так же твердолобы, как и их россиянские коллеги, утверждающие то же самое. Но это тот случай, когда хочется не просто поржать. Ролик состоит из 3 частей. Волонтерский уголок, про вопрос по сути и немного выводов. Вторая часть обсуждения вопроса по сути вообще почти целиком посвящена сплошным фактам. Доброго здоровья, хунту и хунтубрам из Украины. Традиционно сначала говорю о том, что фоном показываю отчет о потраченных ваших донатах, показываю комменты из-под ваших донатов, если вы их писали, и напоминаю, что все ссылки на все формы и способы донатов всегда находятся в описании и в первом комменте под роликом. Пусть простая мысль о том, что это вы делаете россиянцам больно, и это вы своими донатами превращаете их в хороших русских, никогда вас не покидает. Мы заключили Всегалактическое соглашение, по которому нам подогнали тонну свиного мяса живым весом, а мы за это обещали взамен показать довольные лица наших хлопцев с колбасками и сальцом в руках. Я вообще не вижу никаких подводных камней. По-моему, очень выгодное соглашение. Пока мы собираем донаты на 100 дронов и отправляем купленное по мере накопления, женская часть команды простаивала, не считая ежедневной загрузки машин на фронт, в остальном простаивала. А теперь им есть чем заняться. Будут смаколики, основная часть отчетов, скорее всего, будет в следующем ролике за тиждень. Ко всем остальным Старлинкам отправилось еще 2, причем эти 2 были нужны настолько срочно, что еле успели сделать селфи. Отремонтировано 3 авто, отправлено 15 дронов, уже закуплено еще 10. Ситуация на Покровске сама себя не стабилизирует, там очень ярко бьется скала, это подразделение такое, и мы отправляем сейчас ваши дроны им, 93-й и 28-й бригадам. Где-то в том направлении подтянулось еще 2 подразделения летунов. С одной стороны это ОХ, а с другой... Россиянцы упорно хотят остаться в Украине, хотя и шли ублажим товарищей. И к закрытию волонтерского уголка. Приват вернул заныканные донаты. Как вернул? Выдрали. И если кто пропустил, а банк заблокировал наш счет за превышение лимитов. К концу дня разблокировал. Знаете после чего? После того, как дед заявился к ним в офис и предоставил отчет с точностью до копейки. В офисе сильно удивились, но счет разблокировали. Так что все ссылки на все сборы, как всегда, в описании и в первом комменте под роликом, они актуальны. Собираем на 100 дронов. Так вот, про НАТО и Украину. Тут следом за Трампом побежали круги по воде и жаждущие оправдать любую чушь, произнесенную кумиром, дабы, даже не знаю, выслужиться. Вряд ли. Мелковаты сошки. Скорее, просто слиться в едином хоре одобрянца. Что, думали, это только у нас принято колебаться вместе с линией партии и правительства? А вот и фигушки, ведь не у нас был написан роман 1984, кстати, ничего так год был, вполне ранняя заря перестройки, окончание гонки на лафетах. Конкретно, если бы Украина не собралась в НАТО, то Раша не напала бы. Это как заявить, не надела бы короткую юбку, не вылюбили против воли. Ошибаетесь? Или лжете? Вылюбили бы. Потому что а. хотелось очень, б. было в куда вылюбливать и было чем. Потому что короткая юбка длинная, или знаете ли, сидите ли вы дома или идете по улице, шанс, увы, реален. Единственное, что может помочь, это сунуть электрошокером в то место, которым так хочется побаловаться, дабы энергетически насытить нервное окончание выше порога восприятия, чтобы надолго. И тут, да, можно признать вину Украины. Свой электрошокер она старательно ломала. Или ломали ее руками. Роль всех этих вечно за дни непроходных усатых полковников, в смысле тех, что остаются в конце турнирной таблицы выборов, а не то, о чем вы было подумали, еще предстоит высветить фонариком на много-много люминов. И коль уж у Киева не было своего шокера, то довелось обращаться к тому, кто его имеет, или декларирует обладание онным девайсом. К НАТО. Теперь по очередности. Нет, не сначала Украина пошла в НАТО, а уже потом Россия напала. Утверждающие подобное вам бесстыдно лгут в лицо. А может и проводят одновременный сеанс урино-офтальмологии? Сначала были Мешков с Лужковым в Крыму. Сначала было Тузла, сначала были Харьковские соглашения, где Киеву просто выкрутили руки. Было сбитие борта с израильтянами, где вину заставили взять на себя Кузьмука. Был целый ряд попыток недружественных поглощений российским бизнесом украинских компаний. Луганский тепловозоремонтный был так заинвестирован Трансмаш холдингом, что и почил в банкротстве.
Про разные Запорожстали с Криворожсталями, где были попытки, тоже особо говорить нечего. Тогда это все было на слуху. Укртатнафту тоже пытались сначала россияне отжать, а потом Беня отжал и у Запоребриковых, и у государства заодно. Как считаете, та небольшая часть перечисленного давала основания для спокойствия и ощущения безопасности? А если добавим сюда информацию, что еще в 91 году, сразу после провозглашения независимости, в Москве в Генштабе начали готовиться планы интервенции? Да, не только у нас существуют утечки. Для любознательных покопайтесь в воспоминаниях покойного генерала Марчука. Там много интересного. Так кто же на кого готовился напасть? И как Украина могла избежать нападения? Содержать 3-миллионную армию, доставшуюся от Союза? Экономически неспособна, или мы забыли уже купоны на сахар и мыло? Забыли миллионные пенсии, стипендии и кило мяса за 600-800 тысяч? Какие варианты? Найти зонтик безопасности. И уж точно это должна была быть не Россия в силу изложенного выше. Но даже разговоры в кулуарах власти были не более чем разговорами. Советская пропаганда и пропаганда российских сил влияния на слабые мозги украинского населения старательно поддерживала миф об агрессивном блоке НАТО вплоть до 2014 года. И даже тогда, когда случился Донбасс, когда был аннексирован Крым, в массовых мозгах ничего не сдвинулось, и только настойчивая работа начала медленно менять картинку в мозгах. Кстати, там у Трампа еще не рассказывают, что это Украина напала и отжала Крым у России. А то ведь правда — это ложь, и мир — это война, Оруэлловщина на марше. И постправда, и прочая гадость, за которую Трамп порицает леваков и демов, используется им вдоль и поперек. Тут были крестик или трусы, но это ж не императорское дело. И трусы и крестик гораздо ближе к телу, чем... Но снова меня унесло в сторону от вопроса. Один из главных мифов российской пропаганды звучит так. Украина сама виновата. Лезла в НАТО, вот и получила. Но давайте включим логику и посмотрим на факты. Если бы Украина действительно лезла в НАТО, то почему в первые 20 лет независимости она вообще не спешила туда вступать? Почему все сотрудничество с Альянсом до 2014 года было скорее формальностью? Ответ простой. Пока Россия не лезла со своими братскими объятиями, Украина спокойно жила своей жизнью, но каждый раз, когда Кремль решал, что Украина неправильно себя ведет, Москва тут же размахивала кулаками и в итоге сама толкала Киев в сторону НАТО. Давайте разберем, как это происходило. 1991-2003 года. Независимая Украина и первые сигналы от старшего брата. После развала СССР Украина решила быть миролюбивой страной, никого не трогать и ни в какие военные блоки вообще не вступать. Более того, Киев даже пошел на невиданный шаг, отказался от третьего в мире ядерного арсенала. В 1994 году подписали Будапештский меморандум, по которому Россия, смешно, да, обязалась уважать территориальную целостность Украины. Как Россия выполнила это обещание? Уже в 2003 году Кремль решил пощупать украинские границы, начав строительство дамбы к острову Тузла в Керченском проливе. Украина подняла тревогу, отправила военных, и Россия неожиданно вспомнила, что не может строить дамбу на чужой территории. Однако это было лишь начало. Кроме того, на протяжении 90-х Россия всеми силами пыталась оставить Украину в своей орбите влияния. Экономическое давление, энергетический шантаж, поддержка пророссийских политиков – все это было частью большой стратегии. В Москве считали, что Украина – это младший брат, который сам никуда не денется. Но сюрприз – Украина медленно, но уверенно двигалась к независимой от россияне политике благодаря в основном усилиям именно старшего брата. 2004-2013. Газовые войны, пророссийские куклы и попытки удушения. Оранжевая революция 2004 года – это был первый настоящий нервный срыв у Кремля. Украина осмелилась выбрать проевропейский курс? Да быть такого не может. Сразу же начались газовые войны. 2006. Россия перекрывает газ, намекая, что не надо слишком много говорить о независимости. 2009. Кремль снова закручивает вентиль, надеясь, что Украина замерзнет и приползет обратно. Все это сопровождалось политическими манипуляциями. В 2010 году президентом стал Виктор Янукович, идеальный человек Кремля. С ним Москва расслабилась, Украина снова стала ручной. В 2013 году Янукович в последний момент отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Народ взбунтовался, начался Майдан.
Стоит отметить, что именно в этот период Россия активно использовала свои информационные сети, чтобы демонизировать НАТО в глазах украинцев. Пропаганда твердила о натовских базах с ядреными ракетами, о марширующих эгегей-парадах и прочих страшилках. Но оказалось, что куда страшнее российские танки, чем выдуманные натовские угрозы. Янукович доруководился до того, что случился Майдан. Понимая, что Украина снова убегает, Кремль решил не терять время и действовать радикально. В феврале 2014 года «зеленые человечки», они же российские военные без опознавательных знаков, захватили Крым. Спустя несколько недель началась война на Донбассе. Официальная версия Москвы — их там нет, защита русскоязычного населения, самообороны Крыма и прочие сказки. Реальность — танки, артиллерия и тысячи погибших украинцев. Украина поняла, что внеблоковый статус — это билет в одну сторону, без защиты, без союзников, с вечно угрожающим соседом. С момента провозглашения независимости прошло 26 лет, и вот в 2017 году Украина закрепила в Конституции курс в НАТО. 2017-2021. Вас там не ждут и усиление сотрудничества с НАТО. Пока Украина занималась реформами, Москва продолжала рассказывать миру, что НАТО не примет Украину и что украинская армия слабая. Параллельно российская пропаганда убеждала россиян, что Украину никто не поддерживает. Однако факты говорили другое. 2017 год. Украина получила летальное оружие от США. Привет российской версии: НАТО Украине не поможет. 2019 год. НАТО признала Украину ключевым партнером. 2020 год. Украина получила статус партнера с расширенными возможностями в НАТО. Украина все еще не член НАТО, но шаг за шагом приближалась к стандартам Альянса. 2022 год. Полномасштабное вторжение. Точка невозврата. 24 февраля 2022 года Россия решила, что пора избавиться от независимой Украины раз и навсегда. Началось полномасштабное вторжение. Но вот что удивительно. Если целью было не пустить Украину в НАТО, то результат получился ровно противоположным. Украина начала получать еще больше оружия от стран НАТО. Запад понял, что Россия — угроза для всей Европы. НАТО официально заявило, что Украина будет членом Альянса. НАТО стало гораздо ближе к России, ибо за годы, пока Россия страдала про вступление Украины в НАТО, туда были приняты Чехия, Венгрия, Польша, 1999 год, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Эстония, 2004 год, Албания, Хорватия, 2009 год, Черногория, 17, Северная Македония, 20, Финляндия, 23 и Швеция, 2024 год. Москва, получается, своими руками сделала то, чего больше всего боялась. Все сама расширила границы НАТО на восток и превратила Украину в самого мотивированного кандидата на вступление в НАТО, причем угрожает ее победобесию только вступление Украины в НАТО. Все остальные страны как будто там всегда и были. Вывод. Так кто кого толкнул в НАТО? Каждый раз, когда Украина пыталась вести нейтральную политику, Россия воспринимала это как слабость. И каждый раз, когда Россия нападала, Украина еще больше приближалась к НАТО. Если бы не газовые войны 6 и 9 годов, аннексия Крыма и война на Донбассе в 2014 году, полномасштабное вторжение 2022 года, то Украина могла бы оставаться вне НАТО и далее. Но теперь у нее просто нет выбора. Россия сама создала условия, при которых Украина сделает все, чтобы вступить в Альянс. Так что если в Кремле хотят узнать, кто виноват в стремлении Украины в НАТО, пусть заглянут в зеркало, сделают селфи и покажут его американским недоблогерам и американскому 45-му и 47-му президенту. Впрочем, ни 45-му, ни 47-му президенту такие доводы и не нужны. Они оба уже неоднократно и недвусмысленно заявляли, что Украине НАТО не светит. Почему? Вы сильно удивитесь, когда я озвучу конкретными словами «почему». Вы уже многократно слышали эту формулировку, но сейчас я скажу ее одним коротким предложением. Готовы? Точно готовы? Особенно интересуют американские блогеры. Вы готовы это услышать в свои уши? Тогда вот. Потому что Россия против этого. Чтобы вот совсем понятна была озвученная логика размышлений, приведу пару складных примеров похожих вариантов развития событий. Россия против введения тарифов для товаров из Китая. Россия против введения тарифов против Европы. Россия против принудительного выселения из США мигрантов из Мексики, Колумбии и Венесуэлы. И, наконец, явно смешное. Россия не признает американские выборы.
Скажете, выдумываю, снова гонит этот ваш Пенс. Почему же? Потому что россияне еще такого не озвучивало? Так погодите немного, озвучит, лиха беда начала. Лаптеносцам только дайте повод, то есть руку впасть. Откусить ее она самостоятельно способна. Это уж вы поверьте мне на слово, если сами не понимаете. Завтра Кремль заявит, что Аляску продали незаконно и введет туда миротворческий контингент независимых землекопов. А когда Америка встанет на дыбы и пошлет туда своих морских котиков для наведения порядка, прямо с трибуны ООН заявит, что это акт восстановления исторической справедливости, и что если Америка желает и далее пользоваться столь благословенной территорией России, то она должна либо доплатить, либо передать в пользование страной бензоколонии, например, Гавайи. И что вы им сделаете? А ничего вы им не сделаете, потому что это вы ее спровоцировали. И ООН поддержит, потому что там больше половины таких же продажных голосов, как у острова Науру, ролик о котором днями вышел на канале под названием «История одного острова». И признает весь мир вас виноватыми, и будут вас вылюбливать по принуждению, а я вам тогда напомню, откуда готовилось нападение. С мыслей о том, что это Украина спровоцировала Россию на вторжение своим стремлением в НАТО. Потому что в таких вещах можно стремиться только к двум вещам. Третьего не дано. Либо к миру, либо к перемогі. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!